Привет! Продолжаем готовиться к ЕГЭ по информатике, и сегодня разберем задание номер 2 – таблицы истинности логических выражений. Это самое первое задание экзамена, то, с которого начинается вся работа, и оно приносит 1 первичный балл. Казалось бы, всего 1 балл, но именно на таких заданиях легче всего набрать нужный порог. В этом видео я покажу не просто, как решать задание номер 2, а как решать его на Python. И вот что важно, если вручную это задание требует внимательности и занимает несколько минут, то Python решает его за несколько секунд и практически без ошибок. Ты увидишь, что на самом деле половина ЕГЭ по информатике решается простым перебором, и это главный секрет высокого балла. Сначала объясню теорию, что такое логические выражения и таблицы истинности. Потом покажу, как решать задания вручную. И главное, научу писать на Python программу, которая решает любую такую задачу автоматически. Поехали! Начнем с азов. В задании номер 2 используются 3 базовые логические операции, и их нужно знать как таблицу умножения. Первая — конъюнкция, логическая «и», по-английски AND. В Python она записывается словом AND. Конъюнкция истинна только тогда, когда истинны оба ее операнда. То есть выражение x и y истинно только если и x, и y истинно. Если хотя бы одно ложно, все выражение ложно. Вторая — дизъюнкция, логическая «или», по-английски or, в Python слово or. Дизъюнкция ложна только когда ложны оба операнда. То есть x или y истинно, если истинно хотя бы одно. Здесь все наоборот относительно конъюнкции. И третье — отрицание. Логическое «не». Not, в Python not. Отрицание просто переворачивает значение. Было истина, стало ложь. Еще встречается исключающие «или», XOR и импликация, следование. Про них поговорим позже, они нужны не всегда. А пока закрепим главные 3. И, или, не. Теперь разберемся, что такое таблица истинности. Это способ записать все возможные значения логического выражения. Возьмем простую переменную x. Она может принимать 2 значения – ложь или истина. В информатике это 0 и единица. Значит, для одной переменной есть 2 набора значений. Если переменных 2, x и y, то наборов уже 4. Обе ложь, x истина, а y ложь, наоборот, и обе истина. Это все комбинации из нулей и единиц. Общее правило такое. Если переменных n, то различных наборов значений ровно 2 в степени n. Для одной переменной 2 набора, для 2 — 4, для 3 — 8 и так далее. Именно поэтому задача с 3 переменными имеет таблицу из 8 строк. Таблица истинности как раз и показывает, чему равно выражение на каждом наборе. Мы перебираем все комбинации переменных, подставляем их в выражение и записываем результат — 0 или единицу. Это и есть полное описание логической функции. Когда в выражении несколько операций, важно знать, в каком порядке их выполнять. Это как в математике. Сначала умножение, потом сложение. В логике приоритет такой. Самое высокое у отрицания, то есть не выполняется первым. Потом идет конъюнкция, логическая «и». И самый низкий приоритет у дизъюнкции, логического «или». Импликация и исключающая «или» обычно между ними, но в базовых задачах они встречаются реже. Например, выражение «не x и y или z». Сначала выполняется отрицание «не x», потом конъюнкция «не x и y». И в самом конце дизъюнкция «все это или z». Если перепутать порядок, получишь неверный ответ. И обязательно помни про скобки. Как и в математике, скобки меняют порядок и выполняются первыми. В Python скобки работают точно так же, и это сильно упрощает жизнь. Можно не запоминать приоритеты, а просто ставить скобки явно. Теперь посмотрим, как выглядит само задание. Обычно оно устроено так. Дана логическая функция f от 3 переменных, например, x, y и z. Формула может быть записана как не x и y или z, или что-то подобное. И дана таблица из 8 строк по количеству наборов 3 переменных. Но вот хитрость. В таблице колонки не подписаны. Мы не знаем, какой столбец соответствует какой переменной. Столбцы просто помечены как переменная 1, переменная 2, переменная 3. И дан столбец значений самой функции f.
Задача — определить, в каком порядке переменные соответствуют столбцам. В ответ нужно записать последовательность букв без пробелов, например, x, y, z или y, z, x. То есть, по сути, это задача на сопоставление — подобрать такую расстановку переменных по столбцам, чтобы таблица сошлась с формулой. И вот здесь Python просто незаменим. Он переберет все варианты за доли секунды. Давай сначала поймем, как это решается вручную, чтобы понять суть. Алгоритм такой. Берем первую переменную, смотрим на ее столбец значений, где там нули и единицы. Пытаемся понять по формуле, какая переменная какому столбцу соответствует. Обычно начинают с самой заметной переменной, той, которая в формуле стоит под отрицанием, потому что у нее столбец выглядит инвертированно. Например, если в формуле есть не x, значит в столбце x единицы должны быть там, где в выражении без отрицания были бы нули. Это выглядит сложно, и именно поэтому вручную тут легко ошибиться. Одна невнимательность и ответ неверный. Вручную это решается методом подбора и проверки. Подставляешь один вариант порядка, проверяешь пару строк таблицы, не сошлось, пробуешь другой. Для 3 переменных возможных порядков всего 6, так что перебрать реально, но это тратит время и требует концентрации. И вот теперь самое интересное. Как то же самое делает Python? Ключевая идея простая и мощная. Вместо того, чтобы думать, мы перебираем. Python очень быстро перебирает все варианты. Нам нужно проверить все возможные расстановки переменных по столбцам. Для 3 переменных это 6 перестановок. x, y, z, x, z, y, y, x, z и так далее. Для каждой перестановки мы проверяем, совпадает ли вычисленное значение функции со столбцом f во всех 8 строках таблицы. Как перебрать перестановки? В Python есть готовая функция permutations из модуля itertools. Она выдает все возможные порядки набора элементов. Одна строчка, и у нас все 6 вариантов. А как перебрать все комбинации нулей и единиц для 3 переменных? Тоже есть готовая функция product. Она выдает все наборы значений 000, 001 и так далее до 111. Ровно 8 строк. Соединяем. Для каждой перестановки переменных, для каждого набора значений вычисляем функцию и сравниваем с таблицей. Если все сошлось, мы нашли ответ. Давай напишем программу на конкретном примере. Возьмем классическую задачу. Пусть функция f задается выражением не x, и y или z. И дана таблица из 8 строк, где последний столбец — значение f. Нужно определить порядок переменных. Начнем с того, что запишем функцию на Python. Логические переменные в Python — это true и false, но для удобства используем единицы и нули. А функцию запишем через AND, OR и NOT. Дальше подключаем перебор. Импортируем product из itertools, она даст все наборы нулей и единиц. И permutations, она даст все перестановки имен переменных. Теперь основной цикл. Для каждой перестановки переменных проходим по всем 8 строкам таблицы. Для каждой строки берем значение 3 переменных в порядке, заданном перестановкой, подставляем функцию и смотрим, совпало ли с ожидаемым значением f. Если хотя бы в одной строке не совпало, эта перестановка не подходит. Если совпали все 8 строк, мы нашли правильный порядок, выводим его. И все. Программа из примерно 15 строк решает задание, над которым вручную пришлось бы сидеть несколько минут. Чтобы закрепить, разберем еще одну задачу, чуть посложнее, где в формуле есть скобки и несколько операций. Пусть функция задана как x и в скобках не y или z. Здесь важно правильно расставить приоритеты. Сначала отрицание внутри скобок, потом дизъюнкция и в конце конъюнкция с x снаружи. В Python мы просто переписываем это с явными скобками. x, and, в скобках not y, or z. Скобки гарантируют, что порядок будет правильным, даже если мы что-то забыли из приоритетов. Дальше та же программа. Перебираем перестановки, перебираем наборы значений, сравниваем с таблицей. Обрати внимание, сама программа почти не меняется от задачи к задаче. Меняется только формула функций и таблица. Это и есть красота подхода. Один раз научился, решаешь все задачи этого типа. Разберем, как аккуратно ввести таблицу. Ее можно записать в программу списком строк. Каждая строка — это 3 значения переменных и ожидаемое значение f. И цикл просто проходит по этим строкам. Теперь о том, где обычно ошибаются и как это избежать. Первая ошибка — путаница в приоритете операций. Запомни, не выше и.
а «и» выше «или». Если сомневаешься, ставь скобки. В Python это решает все проблемы. Вторая ошибка — неправильное прочтение таблицы. Бывает, что столбцы в задании идут не в том порядке, что привычно, поэтому всегда пересчитывай таблицу сам, а не полагайся на память. Третье — путаница между конъюнкцией и дизъюнкцией. «И» истинно только при двух истинах. «Или» ложно только при двух ложах. Запиши это себе в шпаргалку. И четвертое, самое обидное, ошибка в ответе при записи. Ответ записывается как последовательность букв, без пробелов и запятых, например, x, y, z. Проверь, что буквы именно в том порядке, в котором переменные соответствуют столбцам. На экзамене программа на Python — это твоя страховка от всех этих ошибок. Она не перепутает приоритеты и не собьется в подсчете. Прежде чем перейти к полному коду, разберем еще две операции, которые иногда встречаются в задании номер 2. Их важно узнать в лицо, чтобы не растеряться на экзамене. Первая — импликация или логическое следование. Обозначается стрелкой вправо и читается как «если, то». Импликация ложна только в одном случае, когда из истины следует ложь. Во всех остальных случаях она истина. Звучит необычно, но запомни правило. Из лжи следует что угодно, а из истины только истина. В Python импликацию можно записать как not x or y. Это эквивалентные выражения. Вторая — исключающее или, XOR. Оно истинно, когда значения разные. Одно истина, другое ложь. Если оба одинаковые, результат ложь. В Python это пишется как x не равно y, то есть через сравнение. Эти две операции встречаются реже трех базовых, но если попадется задача с ними, теперь ты знаешь, как их записать в программе. Главное не пугаться незнакомых значков, а спокойно перевести их на Python. Теперь соберем всю программу целиком и пройдемся по каждой строке, чтобы у тебя не осталось вопросов. Первая строка — импорт. Пишем from itertools import product permutations. Это подключает две готовые функции перебора. Дальше определяем нашу функцию f. Она принимает три значения x, y, z и возвращает значение логического выражения. Например, return not x and y or z. Это ровно та формула, что дана в задании. Потом задаем таблицу. Это список строк, где каждая строка — три значения переменных и ожидаемое значение f. В реальной задаче эти 8 строк даны в условии. Дальше перебираем перестановки. Цикл for по permutations от списка из трех чисел 0, 1, 2. Каждая перестановка — это вариант порядка, в котором переменные соотносятся со столбцами. Внутри проверка. Для каждой строки таблицы достаем три значения, раскладываем их по переменным согласно текущей перестановке, вызываем функцию f и сравниваем с ожидаемым значением. Если хоть раз не совпало, эта перестановка неверна. И в конце, если все 8 строк сошлись, печатаем порядок переменных. Все, ответ найден. Чтобы ты был уверен, разберем задачу из открытого банка заданий FIPI. Такие реально попадаются на экзамене. Пусть дана функция f, равная скобка, x стрелка y, скобка, и в скобках y равносильно z. И таблица из 8 строк, где столбцы не подписаны, а последний столбец — значение f. Нужно восстановить порядок переменных. Сначала переводим формулу на Python. Импликацию x стрелка y записываем как not x or y. Равносильность — это то же, что сравнение на равенство, то есть y равно z. А конъюнкция между ними — and. Получаем скобка not x or y, скобка, and, в скобках, y равно z. Дальше запускаем ту же самую программу. Меняем только формулу и таблицу. Она перебирает 6 перестановок, проверяет каждую по 8 строкам и выдает единственный правильный порядок. Вот в этом и прелесть. Сколь бы сложной ни была формула, программа работает одинаково. Ты просто переписываешь выражение на Python и подставляешь таблицу. Пара слов о том, как правильно оформить решение, чтобы получить балл и не потерять его по невнимательности. Самое важное, ответ записывается как последовательность букв без пробелов и запятых. Например, если переменные соответствуют столбцам в порядке x, z, y, то ответ x, z, y. Никаких лишних символов. Дальше. Обязательно проверь ответ обратной подстановкой. Возьми свой порядок, подставь формулу и сверь все 8 строк таблицы.
Программа это делает за тебя, но полезно пройтись глазами по паре строк для уверенности. И еще, на экзамене не нужно объяснять решение полностью. Достаточно написать короткий код, которым ты пользовался, или хотя бы указать, что ответ получен перебором. Главное — правильный ответ в бланке. И помни про время. Это задание должно занимать не больше пары минут, если ты уверенно владеешь шаблоном. Освободившееся время потратишь на более сложные задания. Подведем итог. Сегодня мы разобрали задание номер 2 таблицы истинности. Ты узнал 3 базовые логические операции «и», «или» и «не», плюс импликацию и исключающее «или». Что такое таблица истинности и как она строится? Приоритет операций и, главное, как решать задания на Python перебором. Запомни главную мысль. ЕГЭ по информатике — это во многом про перебор. Огромная часть заданий решается тем, что мы не решаем в уме, а перебираем все варианты на компьютере. Это не читерство. Экзамен официально разрешает Python, и грех им не пользоваться. Попрактикуйся. Возьми пару задач из открытого банка заданий, напиши программу по шаблону, который я показал, и проверь, что она выдает правильный ответ. С каждой задачей будет получаться быстрее. В следующем видео разберем задание номер 6. Там тоже все решается перебором, но по-другому. Подпишись, чтобы не пропустить. Ставь лайк, если было полезно, и пиши в комментариях, какое задание разобрать дальше. Увидимся! Разберем еще одну задачу с импликацией, чтобы ты не боялся стрелочек. Пусть функция задана так. f равно, скобка, x или y, скобка, стрелка, в скобках не z. Здесь есть и дизъюнкция, и импликация, и отрицание. Переводим по шагам. Сначала внутренности. X или y — это x or y. Не z — это not z. А вся конструкция — импликация, которую мы уже умеем записывать как not x or y. Получаем not, скобка x or y, скобка or, в скобках not z. Давай проверим себя на одном наборе. Пусть x 0, y 0, z 0. Тогда x or y 0. Not от нуля — единица. Not z, not от нуля — единица. Импликация. Not от нуля, or единица. Это единица or единица, то есть единица. Значит, f равна единице на этом наборе. Дальше запускаем наш шаблон, он переберет перестановки и найдет ответ. Главное, что ты теперь видишь. Любую формулу со стрелками и равносильностями можно аккуратно перевести на Python, и программа все посчитает сама. И напоследок чек-лист, чтобы на экзамене не потерять этот балл. Пройдись по нему мысленно, когда увидишь задание номер 2. Первое. Перечитай формулу и выпиши все операции. Не пропусти ни одной стрелки или скобки. Второе. Переведи формулу на Python. Расставь скобки явно, чтобы не зависеть от приоритетов. Третье. Перепиши таблицу из условия в программу. Сверь каждую строку. 8 строк, 8 кортежей. Четвертое. Запусти программу и убедись, что она выдала ровно один порядок переменных. Пятое. Запиши ответ буквами подряд, без пробелов и запятых. И шестое. Проверь ответ обратной подстановкой на паре строк. Если все 6 пунктов выполнены, балл твой. Распечатай этот чек-лист или запиши в тетрадь, чтобы держать перед глазами. А теперь действуй. Потренируйся на паре задач из открытого банка, и задание номер 2 перестанет быть проблемой. Удачи на экзамене!